Аленка грустила. Сегодня праздник, Новый год. Они с мамой теперь встречают его вдвоем. Раньше было весело, папа жил с ними. А потом вдруг он ушел, к другой женщине. Аленке сказал, что когда вырастет, то сможет его понять. Просто он любит другую, такое бывает. Но как же такое бывает? Ведь он всегда любил маму и ее, Аленку, очень любил. Они с ним играли, на каток ходили. Он покупал ей подарки. Потом вдруг что-то изменилось. Мама с папой стали часто ругаться. Он часто не приходил домой. И с Аленкой перестал играть. А потом вообще ушел. Как раз перед Новым годом. Было это 2 года назад. Но теперь праздник, которому раньше так радовались, был омрачен воспоминаниями о том дне. С тех пор мама не любит этот праздник. Нет, Аленке она дарит подарки, елочку в квартире всегда ставит, готовит что-то вкусное. Но праздник почему-то получается всегда скучным и неинтересным. Раньше они с мамой ждали, что в Новый год обязательно случится какое-то чудо, что-то очень хорошее и радостное. А теперь о каком чуде можно говорить? В школе елка, подарки, мама с работы приносит подарок, еще и под елку всегда кладет подарок. Алена уже давно не маленькая, ей скоро 10 будет. Она прекрасно понимает, что подарки дарит не Дед Мороз, но делает вид, что верит, не хочет расстраивать маму. А вот папа последнее время не дарит ей подарков, даже не звонит, не поздравляет. Теперь у него есть другой сын, которого он очень любит, и все внимание он уделяет ему. В этот раз Аленка сама позвонила папе. Хотела попросить, чтобы он пришел к ним, хоть на минуточку. Ей так хотелось, чтобы мама не грустила. Думала, может, хоть это ее обрадует. А папа отказался. И вообще просил не звонить, он сам позвонит, когда сможет. А это значит, что вообще не позвонит. Она не маленькая, все поняла. Пора уже забыть о нем и не надеяться ни на что. Вот Аленка и шла со школьного праздника домой грустная. Знала, что дома опять грустит мама. Сейчас она будет улыбаться, расспрашивать Аленку, а глаза все равно грустные. Дочь уже достаточно большая, она все понимает. Замечает, как мать плачет ночами, видит, что утром старается замаскировать заплаканные глаза. Если бы Аленка могла, то вообще отменила бы Новый год. Бабушка тоже постоянно ворчит на маму, говорит, что это не дело. Нельзя крест на себе ставить. Она такая молодая и красивая. Давно пора успокоиться, забыть и жить своей жизнью. Замуж выйти пора. Муж ей нужен, а ребенку отец. Нельзя постоянно сидеть дома. Бабушка частенько предлагает забрать Аленку к себе, чтобы мама куда-нибудь сходила, отдохнула, развеялась, ведь у нее есть подруги. Но мама только сердится. В итоге они обе уже злятся друг на друга. Бабушка обижается и уходит, обещая больше вообще не заходить, но потом все равно приходит в гости. Аленка увидела странного Деда Мороза. Молодой мужчина сидел на скамейке в костюме. Рядом мешок с подарками, а сам он опустил бороду на шею, снял шапку с наклеенными белыми волосами. Сидит, опустив голову, вытирает лицо этой шапкой, словно плачет. Вид у него такой печальный. Аленке и интересно, и жалко его так стало. Она решила подойти. Может, она сможет ему чем-то помочь. Правда, чем она даже не предполагала. Но нельзя людей в беде оставлять. Роман работает вахтовым методом. Невеста у него есть. Он уже был женат, но жили совсем недолго. Бросила его жена. Нашла другого, более успешного, богатого. Он потом вообще женщинам не верил, пока не встретил Любу. И вот они вместе уже 2 года. Люба перебралась к нему. Все хорошо. Она веселая, красивая, его любит. Все в жизни наладилось. Роман решил, что пора бы им узаконить их отношения. Ему уже хотелось настоящей семьи. Он хотел детей, чтобы когда он приезжал, они бежали к нему навстречу, а он дарил подарки, чтобы любить их, растить и радовать так, как его никогда не радовали. Решил ей сюрприз сделать. Когда она звонила, он сказал, что очень много работы,
до праздника не управится, поэтому задержится. Приедет только после праздников, и то пока точно не знает, но надеется, что 4 или 5 января вернется. Вот потом вместе и Новый год, и Рождество справят. А сам купил ей подарок. Заказал 2 свадебные куклы, жениха и невесту, в соответствующих нарядах. Купил красивое кольцо, коробочку с которым закрепил на руке жениха, словно он протягивает его невесте. Таким оригинальным образом решил сделать любимое предложение. Взял костюм Деда Мороза, в мешок набрал еще разных подарков, сладостей и эти 2 куклы. Вот и решил, что заявится сюрпризом, когда она его и не ждет. Поздравит, а потом вручит свой подарок. Представлял, как это будет все, как она отреагирует. Вот было бы здорово, если бы не сразу узнала его. А когда пришел, дверь никто не открывал. Он подумал, что ее нет дома, решил войти, подождать. Конечно, эффект уже будет не тот, если бы она сама открыла дверь Деду Морозу. Но он устал с дороги, к тому же замерз. Под шубой Деда Мороза у него лишь свитер, а на улице холодно, куртка спрятана в мешке. Роман открыл дверь своим ключом, но увидел в прихожей чужую куртку и обувь. Люба была в спальне с другим мужчиной. Сюрприз удался. Роман был настолько ошарашен, что даже не понимал, как себя вести, что делать в такой идиотской ситуации. Она вскочила, что-то там говорила, оправдывалась, ведь он стащил с себя бороду и шапку. Роман вышел. Он не понимал, что делать. Было страшно больно, обида и злость душили его, но у него сейчас не было сил ни на какие разборки и выяснения отношений. Все потом. Сейчас ему просто хотелось уйти, просто не видеть ее, не слышать, что она там бормочет. Он сказал, чтобы завтра ее не было в квартире, и по его виду она поняла, что лучше так и сделать. А сегодня он найдет, где побыть, вот только силами соберется и подумает, кому из друзей пойти. Вот он и сидел на скамейке, едва сдерживая слезы обиды и разочарования, как вдруг к нему подсела какая-то девчушка. «Дедушка, вы плачете? У вас тоже плохое настроение или что-то случилось?» Роман удивленно посмотрел на нее. «Нет, малыш, все в порядке, просто устал очень». «Да вы не стесняйтесь, я уже большая, я знаю, что Деды Морозы не настоящие, что это просто дяденьки в костюмах, но только они всегда стараются быть веселыми. Я почему-то никогда даже не думала, что им тоже может быть грустно». И Аленка вдруг стала рассказывать ему, как грустно ей и почему, как грустит и плачет ее мама, как ее ругает бабушка, как папа теперь никогда даже не поздравляет ее, свою дочку, которую вроде всегда любил, а вот теперь больше не любит. Теперь он любит сына, а ведь мог и 2 любить. Но кому же еще рассказать все свои беды и проблемы, как не Деду Морозу, пусть даже не настоящему? Роман удивленно слушал, прижав ее к себе, успокаивал. Свои проблемы вдруг отошли куда-то в сторону, хоть и все еще было больно и обидно. Но эта девочка, такая маленькая и в то же время взрослая, заставила его очнуться от проблем. Он полез в мешок, положил куклу на скамейку, а сам достал куртку, надел ее, сверху накинув вновь шубу, поправил бороду и шапку, потом достал из мешка какие-то подарки и сладости, подарив их Аленке. А она завороженно смотрела на кукол. Он это заметил. «Нет, Аленушка, прости, но это плохой подарок. Его я тебе не дам. Мы с тобой его просто выбросим». «Как? Не надо, пожалуйста, они такие красивые». «Нет, извини, и этот подарок я тебе не могу дать. Знаешь, а давай мы с тобой отдадим его вон тем тете и дяде. Вон, видишь, стоят, целуются. Видно, что любят друг друга. Давай подарим им. Раз нам с тобой этот подарок счастья принести не может, может, хоть их сделает счастливее, а? Как ты думаешь, подарим? Пусть порадуются в такой праздник». Аленка счастливо засмеялась. «Давай». Ей всегда нравилось дарить подарки и смотреть на улыбки людей. Хоть и дарила она всегда какую-нибудь мелочь.
То брелок свой отдала плачущей девочке, то конфеткой бабушку в парке угостила. Они подошли к парочке, поздравили их с Новым годом и вручили подарок. Те были удивлены, обрадованы, а потом девушка, увидев коробочку, удивленно посмотрела на своего парня, открыла, а там кольцо. Как она смеялась, как обрадовалась, повисла на шее парня, обнимала, целовала, твердила, что очень счастлива, что, конечно, она согласна, ведь и так ему это говорила. А парень со счастливой улыбкой недоуменно поглядывал на Романа, ничего не понимая. Роман с Аленкой пошли прочь, счастливо улыбаясь. Парень окликнул их, подбежал. Потихоньку спросил Романа, кто помог устроить такой сюрприз и сколько он должен. Сказал, что как раз сегодня он сделал девушке предложение, но они студенты, у него пока нет достаточно денег, а кольцо очень хотелось подарить. А тут такой сюрприз. Кто? Друзья, родители? Кто так здорово все придумал? Роман сказал, что никто. Просто им самим захотелось сделать кому-то такой подарок. Вот и сделали. В Новый год ведь должны происходить чудеса. Вот, чудо и случилось. Парень еще что-то говорил, просил адрес, уверял, что обязательно заработает и заплатит, благодарил. А его спутница уже окликнула его. Роман еще раз пожелал им счастья, и они с Аленкой ушли. Оглядываясь, все еще видели, как радуется молодая пара, как они оба счастливы. А Аленке понравилось делать чудо. Она улыбалась и была счастлива за тех людей. На душе у Романа и правда вдруг стало полегче. Приятно было, что подарок его попал по адресу, тем, кому действительно был нужен. И девчушка улыбалась, не была уже такой грустной. Значит, он смог сделать несколько человек немного счастливее, и от этого сам улыбался. А Аленка уже просила Романа зайти к ним с мамой домой. Не надо дарить подарки, пусть просто поздравит, маме будет приятно. Может, и она порадуется. Аленке так хочется, чтобы сегодня мама была радостной. А почему бы и нет? Роман согласился. Тем более сейчас ему совсем не хотелось домой, и встречаться в такой день с Любой для выяснения отношений вовсе не хотелось. Уж лучше он сделает еще одно доброе дело. Поздравит маму этой чудесной девчушки, а потом отправится к друзьям. Их тоже поздравит. Хоть и будут они его жалеть, но домой сегодня он возвращаться не может. Наташа ждала дочку с праздника. Она уже приготовила разные угощения. Под елкой Аленку ждал подарок. Сейчас вместе поедят, потом можно сходить на каток. Пусть дочка порадуется. Но Аленка пришла не одна. С ней пришел Дед Мороз. Наташа ничего не понимала. Она не заказывала. Да и Аленка уже большая. Не верит она в Деда Мороза, хоть и делает вид, чтобы ее не обижать. Может, кто из подруг решил вот так ее поздравить? Или бабушка? А Дед Мороз уже рассыпался в поздравлениях, комплиментах. Вынул из мешка шампанское, конфеты, фрукты. Наташа пригласила его за стол, чтобы всем вместе поужинать. Она видела, как улыбается дочка, и эта улыбка была заразительной. Дед Мороз представился Романом. Заметно было, что он немного стесняется заходить. Но Наташа и Аленка его уговорили. А потом они все вместе ходили на каток. Правда, Роман уже был без костюма. Неудобно в костюме на катке. Хоть, конечно, народ и повеселился бы от падающего Деда Мороза. До этого он на коньках никогда не катался, сколько его не уговаривали. Боялся почему-то. А тут он не мог не согласиться. Видно было, что им не хочется расставаться. Домой вернулись все вместе. Он собирался забрать вещи и уйти, но Наташа и Аленка его уговорили остаться с ними на праздник. Так и начались их отношения. Только сейчас Роман понял, что вовсе и не любил Любу. Вообще раньше он никогда и не испытывал таких чувств никому. Наташа совсем другая. Она какая-то настоящая, искренняя и вся такая домашняя, уютная. От нее за версту веет добром. Она не способна на подлость и предательство. Она, скорее всего, свое отдаст, сама пострадает, но не сможет причинить зло, обидеть. И Аленка растет точно такой же, добрый и искренний. И с Романом у нее сложились очень хорошие отношения. Аленка и Наташа снова верят в чудеса.
Да и Роман начал верить. Теперь у них каждый Новый год только счастливый. И не только Новый год. Им всегда хорошо вместе. Они теперь всегда счастливы. А скоро в их семье появится еще мальчик. Имя пока не выбрали. Решили, что Аленка назовет. Но об этом они ей расскажут в их главный праздник в семье. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.